Данное видео никоим образом не рекомендует употребление психотропных и наркотических средств, носит сугубо информационный характер, преследуя образовательные цели. Здравствуйте, меня зовут Яко, и это мой видеоблог, посвященный наркотикам и психоактивным средствам. Сегодня я буду обозревать один из них. Многие из вас знают о существовании некоего наркотика, продающегося на марках, которые пихают под язык, в каплях для носа или в маленьких таблетках, которые нужно нюхать. Его называют Солярис, Пандора, Энбом, Айка, Сишка, рассказывают о глюках от него, смехе и прочих ярких переживаниях и говорят, что норм тема и вообще безопасно. Я вам сейчас расскажу об этом препарате подробнее, но для начала начнем с основ. Психоделики от греческого «психос» – душа, психика и «делос» – ясный, очевидный класс психоактивных веществ, изменяющих восприятие и влияющих на эмоциональное состояние и многие психические процессы. Психоделики бывают различны. Среди самых известных – ЛСД, мескалин, псилоцибиновые грибы. Среди эффектов большинства психоделиков имеются следующие. В лучшем случае, при соблюденной дозировке и подходящих для этого обстоятельствах также настрое, красочные галлюцинации, эйфория, усиление ощущений, смех, ощущение полной ясности в голове, чувство единения со Вселенной. В худшем же случае психоделики могут вызывать мрачные и пугающие реалистичные галлюцинации, также панику, чувство потерянности, депрессию. В таком случае вы отхватили bad trip. Группа веществ, о которых пойдет речь в данном видео, объединяет общая химическая структура. Вот такая вот формула. Слово 2CI-Энбом, так четче и конкретнее звучит формула данного вещества, переводится как 2C – карбон, I – йод, N – азот, B – бензил, Ом – оксиген, метил, этиламин. На месте йода можно поставить, скажем, хлор, и у нас получится 2C-Энбом или 25C-Энбом. 25 в более известной формуле означает 2,5 диметоксифенил. Как их употребляют и какие же эффекты дает данная группа веществ при воздействии на человеческий организм? Сначала стоит сказать, что у энбомов множество способов применений, кроме единственного. Через желудок, то есть путем глотания. Ферменты желудка расщепляют формулу энбома, после которого он перестает быть психоактивным и просто выводится из организма. Всеми другими способами назально, сублингвально, инъекционно, ректально энбом вызывает мощные психомиметические, галлюциногенные, психоделические эффекты. Википедия описывает вполне детально большинство эффектов энбома, так что вот вам цитата из нее. Практически это означает, что во время трипа вы можете увидеть красоты окружающего мира, увидеть красоты вашего воображения, испытать реальную радость, смеяться, наслаждаться красивыми переливаниями форм на рассматриваемых объектах. Увидите, как растут растения в реальном времени, увидите черты стиля барокко в дорожной грязи и так далее. Кстати, визуальный ряд, который вы сейчас видите, это попытка перенести свойства энбомных галлюцинаций на видео. С другой стороны, от энбома может быть не только позитив. Вы можете пережить ужасные, кошмарные галлюцинации, может начаться паранойя, может начаться психоз. Вас может зациклить, вы все время станете забывать, что вы только что делали, что вы только что говорили. Это, кстати, частая побочка конкретно у энбомов, причем она бывает и при нормальной дозировке. Но от негативных эмоций по этому поводу спасает ситтер, хорошее настроение и осознание того, что это пройдет вместе с остальными эффектами вещества. Да и в любом случае сильные галлюцинации искажают восприятие реальности, что явно может привести к нехорошим последствиям. Например, вполне типичная ситуация, когда некто случайно закапал себе в нос каплю с энбомом, получил передозировку и уехал на скорой с психозом. После он вполне мирное мероприятие, на котором он решил упороться этими самыми каплями, описывал как сатанинскую оргию с кровавыми человеческими жертвоприношениями, которую он приехал разгонять батальон полицейских. Искренне удивлялся тому, что половина всего увиденного им на пати – результаты его разыгравшегося воображения. Он действительно своими глазами видел то, чего на самом деле не было, и так продолжалось, пока вещество не утратило свой эффект. При повышении дозировки еще сильнее можно пойти в блэкаут, проснуться в реанимации после принятой марки, которая была на 8 человек, например, и услышать, чтобы согнули столб. Вас пыталось взять с 8 санитаров, но вы выбежали на дорогу и погнули своим телом машину, после чего вас пришлось ввести в искусственную кому, и после 8 суток комы и сна вы наконец-то проснулись. Вы смеетесь, но, к сожалению, хоть мои примеры являются чистой выдумкой, но они весьма близки к реальности. Я полагаю, любой человек, знакомый с данным веществом лично, по рассказам друзей, поймет,
что в описанных выше примерах нет и доли шутки. Многие люди также погибли из-за серьезного превышения дозировки N-бомб, приняв дозу в 100-200 раз превышающую необходимую. Сейчас я расскажу, какая дозировка у N-бома, но сначала узнаем, какая дозировка у крупнолистового зеленого чая. Обычная дозировка чая на человека 1 грамм. Такая чайная ложка будет действовать на вас 10-15 минут. Теперь сравним с этим дозировку бома на, внимание, 8 человек, по 6-8 часов на каждого. Как мало, но поверьте, именно столько 8 мг вполне может упороть от 6 до 8 человек. По 1-1,5 мг на каждого вполне достаточно для описанных выше эффектов от чистого вещества 25C N-боме. Кто, когда, зачем и почему придумал этот препарат? История его весьма интересна и малоизвестна. Начну издалека. Жил-был мескалиновый кактус. Индейцы из него делали бульончик, а ученый Артур Хефнер в далеком 1897-м возьми и выведи само прущее вещество из кактусов – мескалин. Пока индейцы пили свой кактус, ученые уже вовсю жрали порошок. Потом один из таких ученых, Александр Шульгин, возьми и давай играться с формулой мескалина, как дизайнер со шрифтами. Таким образом, мескалин превратился в, помимо прочих, TuCI, TuCB, TuCC и так далее. Их дозировка была гораздо меньше мескалиновой, 300 мг против 50, и они давали в некотором роде другие эффекты. Тем временем, пока весь мир сжал TuCB, TuCI и перся, еще одним ученым Свободного университета Берлина, Ральфом Хеймом, понадобилось для диссертации создать максимально мощный агонист серотонинового 5-HT2 рецептора для того, чтобы обнаружить в мозгу эти самые рецепторы, изучить их свойства, узнать, что они делают в здоровом и нездоровом мозгу и, двигаться дальше в своих научных изысканиях. Ничего не поняли? Тогда сейчас вам все объяснят. Вот эти ученые посмотрели на формулу TuCI и сказали: не, для наших исследований 30 мг вещества это много молекул TuCI, помеченных радиоактивным изотопом. По всему мозгу разлетятся, и на снимке головы мы не увидим нужных нам рецепторов, один лишь шум. Короче, они приделали к формуле TuCI эту N-бомовую финтифлюшку, запихнули некоторое количество этих новоизобретенных молекул в крысу, крысы нифигово трепанули, а ученые увидели, что необходимые им 5,4 рецепторы в мозгу крыс нифигово себя выявляют, и решили посмотреть, а что будет с мозгом человека под этим веществом. Ну, все то же самое, 5HT2 рецептор у человека обнаружен, описан, подопытный трепанул, ученые тоже своих целей добились. Диссертацию ученый защитил и позабыл о своем изобретении, у него таких формул через каждые 2 абзаца новое вещество. Но интернет, в который вся научная документация была загружена, как и часть научного сообщества с легким уклоном поняли, что описываемое в диссертации вещество, являясь более мощным аналогом группы TuC, кроме того, что помогает выявить и чаще описать работу 5HT рецепторов, если посвятить тому специальным сканерам, так еще и субъективно мощнее действует, чем все остальные TuC, с менее выраженными эйфоретическими эффектами, возникающими за счет не агонизма 5HT рецептора, а других механизмов, изменяющих работу мозга, типа высвобождения дофамина или норадреналина, но с очень яркими выраженными галлюциногенами. Очевидно, что кто-то хитрый взял и синтезировал себе дофига килограмм такой хуйни, чтобы и себе, и детям, и внукам, и всему остальному человечеству хватило. Причем на момент синтеза его производство было абсолютно легально и никем не контролировалось. То есть можно было дать химику формулу, дать ему денег, и он тебе в итоге отдал бы твои килограммы, чек и сдачу. Потом, конечно, люди в правительстве обнаружили, что вещество продается в интернете как наркотик, и запретили на всякий случай. И ведь случаи-то появились. Если искать в списках ограниченных к обороту веществ те, которые можно безопасно исключить из этих списков, N-бомы вряд ли получат амнистию. Вещество действительно весьма опасное. Хотя насколько? Конечно, рядовой потребитель психотропных веществ, кинувший под язычок кусочек марки, скажет, мол, что ты гонишь, безопасно же, печень не садится, почки не садятся, принимают бом раз в неделю и жив, а бухари каждый день пьют и творят всякие вещи, умирают от цирроза и так далее. Запретите водку, легализуйте кислоту.
Ну, во-первых, рассуждая с вопросов чисто безопасности для организма, НБОМ весьма опасен. Случайный прием при нередкой для наркоманов ситуации «перепутал пакетики», скажем, 200 мг гарантированно вышибут вашу душу из тела. Если повезет, останетесь без ноги из-за сильного сужающего действия НБОМа, которое заметно даже при приеме нормальных доз, ведь от НБОМа всегда морозит. Впрочем, сравните физические побочки от нормальной дозы НБОМа и, скажем, алкоголя, то алкоголь гораздо более вреден, даже при нормальной дозе. Для психики НБОМ также далеко не так безопасен, как, скажем, его близкие аналоги Тусиби или притчевая ЛСД. Чисто с практической стороны НБОМовое зацикливание, конечно, не особая помеха при употреблении для развлечения в удобной обстановке, но если возникнет какой-нибудь форс-мажор или просто удручающая атмосфера, то если не будет психоза, просто можно несколько суток пережить полную дисфункцию памяти, как и кратковременной, так и долговременной. Автор лично наблюдал человека, которого укусила собака под этим делом. Он всю жизнь вспоминал заново в течение нескольких дней. Положительного о безопасности НБОМа можно сказать то, что у него низок аддиктивный потенциал. Его просто не сможешь есть каждый день, да и особой охоты смотреть на мир через калейдоскоп постоянно не наблюдается ни у кого. НБОМ запрещен во всех странах, где вообще есть списки запрещенных веществ. Конечно, можно попробовать поискать в каких-то островных или африканских странах лазеечку и устроить там НБОМовую вакханалию, продавая картонки на улице сладка. Но в таких местах суд Линча может прийти быстрее, чем местные власти примут соответствующие законы. Так как в украинском списке небольших, больших и особо крупных размеров для хранения не указаны именно НБОМы, мы рассчитываем количество, допустимое для хранения без инкриминирования уголовного дела, но административного, из ДДД – Definite Daily Dose или определенной дневной дозе. Для НБОМа это условно 1 мг. Небольшие размеры согласно вышепоказанному списку определяются как 10 таких доз. Получается 10 мг мы можем таскать спокойно. Или, скажем, 2,5 марки на четверых. Больше уголовка. Если вас не напугала вся эта информация, и вы все же хотите его заюзать, или заюзали, или наблюдаете заюзавшего НБОМ человека, следует придерживаться нескольких правил, чтобы и плохого ничего не случилось, и даже было, насколько это возможно, хорошо. Предпочитайте марки каплям, а капли порошку. Обычно марки гораздо проще дозировать и употребить необходимую дозировку. Капли же можно случайно влить больше, чем нужно. Порошок так вообще разница между 0,7, 1,5 и 2,5 мг чистого НБОМа может быть незаметна на глаз. Но в голове это критически серьезное различие. Если к вам попал порошок, необходимо растворить его в воде и сделать капли, которые позже отмерить шприцом, беря во внимание каждое деление. То же самое и с каплями. Сет и сеттинг. Плохое настроение не лучший повод для приема психоделиков. Плохая обстановка тоже. Если все же сложилось не так, как надо для употребившего, обеспечьте для него максимально спокойную атмосферу. Не говорите плохих новостей, не усугубляйте напряжение, также отводите от шума. Все дела, разумеется, необходимо отложить на потом. В случае 100% бэд-трипа, с которого никак не переключить внимание употребившего, помогут медикаменты, транквилизаторы и антипсихотики. Скорее всего, употребивший нейролептиков человек не будет в итоге особо доволен сложившимся трипом, но как минимум от неоправданных поступков ему можно спасти. Всегда узнавайте точную дозировку марок, капель, таблеток или порошка, которые собираетесь употребить. Если для многих других наркотиков двоекратное превышение дозировки может не стать фатальным, 100 или 200 грамм водки, 75 или 150 миллиграмм амфетамина и так далее, то для НБОМов для неподготовленного человека съесть полмарки вместо предложенной четверти будет жесточайшим шоком. Не совмещайте НБОМ со стимуляторами. Повышенный риск проблем с сосудами и психозов с синтетическими каннабиноидами, они же спайс, очень быстро повышается риск психозов. Употребляйте в присутствии ситтера, доверенного человека, более трезвого, чем вы, способного вас поддержать в трепе, развлечь, выполнить сложные для вас задачи. Ситтеру стоит быть более опытным в приеме психоделиков, так как нешарящий ситтер может начать паниковать не хуже вашего, и вместо утешения и уверений, что определенный симптом НБОМа, например, то, что вам холодно или то, что вы слегка тупите и отвлекаетесь, превратить неплохое времяпрепровождение в бессмысленную панику.
Не употребляйте НБОМ, если у вас в семье были люди с врожденными психическими расстройствами. Даже разовый прием психоделика может вызвать это заболевание и у вас. А в этом случае по прошествии эффекта вещества окончательно может не попустить. Все время будете видеть галлюцинации или испытывать бредовое состояние. Исключением может быть разве что депрессия, так как в ее случае психоделики могут и помочь, так как позволят взглянуть на мир с другой стороны и пересмотреть суждения, которые вводят вас в эту самую депрессию. Пожалуй, на этой ноте можно и закончить. Многие, посмотрев данное видео, наверняка ужаснутся от перечисленных побочек и скажут банально «Нафиг жрать это говно, лучше жрать то говно». Но я, как человек, действительно разбирающийся в сортах психоактивного говна, хвастаюсь, да, скажу сразу, это говно ничем не лучше и не хуже любого другого. Каждое психоактивное вещество по-своему уникально, обладает какими-то положительными, какими-то негативными качествами, различными опасностями в употреблении, а конкретно НБОМы, даже при всем вышеописанном, все же остаются одними из самых популярных употребляемых веществ, и при своем низком аддиктивном потенциале все равно дают высокие прибыли наркоторговцам. Лучше знать, чем не знать. Кто знает, что именно перепадет вам или вашим близким в марке, когда не потерпешь, захочется острых ощущений.